Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! На самом деле, ребят, довольно стрёмно. Проход через окно. Ребят, нас сегодня ждет жесткий контент. Ладно, это как в этих ужастиках. 2018 год, кстати, календарь. О, ребят, это капец просто. Ну, уже не видно, под потолком была кран-балка. Сюда заводили в цепях. Значит, самых опасных психов поднимали краны и опускали в этот... Как реально в фильмах. А что за следы внутри на стенах? Как будто бы тут пытались выбраться отсюда. Кстати, да. Сейчас, ребятки, начну. Здесь даже сразу по-другому озвучка идет. Есть они? Серьезно, по поверьям, здесь летает его дух. Да. Всем привет, друзья! Вы на канале Otis on the Other Side. Меня зовут Марта. В прошлом выпуске мы с вами провели ночь в заброшенной психбольнице. В этом выпуске я хочу немножечко показать вам эту психбольницу днем и показать близлежащую территорию, потому что здесь есть еще очень антуражное здание, которое надо видеть в дневном свете. Итак, приятного вам просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайкосик на On the Other Side и погнали! В общем, я провела ночь на этой заброшке. Скажу я вам, что это, конечно, не так уж и страшно, с одной стороны. С другой стороны, ты находишься в огромном заброшенном объекте. И все равно, как-никак, ты прислушиваешься к каждым звукам, к каждым шорохам. Вот так вот, друзья, выглядела моя ночлежка. Коврик, матрас плавательный, кстати, я вспомнила, что у меня есть плавательный матрас. Вот, ну, зря, наверное, я его положила, потому что он очень скользил с пледом. Подушечки, свет, водичка, кофе, в общем, с Новым годом, как говорится. Вот такие потолки шикарные. Вот такие потолки шикарные. И вот такой вот прекраснейший вид. Кстати, очень красивый виноградник. Меня вот эти вот штуки всегда удивляли, вот эти стеклянные перегородочки. Здесь, кстати, слышите, сколько мух. Тут ничего интересного. Интересная вот эта штука, которая в прошлом выпуске ночью была на камере ночного видения. Я не знаю, друзья, что это такое. Что это? Для чего это? Буфетная написано. Здесь, друзья, рентген-кабинет. Сейчас мы... Ночью было этого не видно. Сейчас мы посмотрим сюда днем. Но здесь, в принципе, ничего нету, никакого абсолютно оборудования не осталось. Но есть такая вот металлическая дверь. И это мы с вами тоже снимали все вчера. Вообще, в принципе, вчера ночью мы с вами посмотрели практически все, кроме фасада некоторых зданий. И там есть еще один корпус. Мы с вами ночью обошли полностью эту заброшку, поэтому прям уделять внимание каким-то деталям я не буду. Но есть здесь еще один корпус, в который мы с вами сегодня отправимся днем, который был сгоревший. Поэтому я думаю, что в любом случае будет интересно. Кстати, вот эта комнатка, про которую рассказывал Никита легенду. Сейчас мы посмотрим в нее днем. Там действительно... Смотрите, реально сколько мошек. О-хо-хо-хо-хо! Ребят, я такого никогда не видела. В этой комнате, по легенде, обитает дух мужчины, который ждал свою любимую и не дождался. Вы такое видели когда-нибудь? Это все мошки, ребят.
все мошки. Ёпарасоте. Я такое вижу впервые. Друзья, это какой-то кошмар. Ребят, ну что это, если реально не какая-то мистика? Вы слышите звук, как они бьются в окно? Это пипец просто. Что это, если это не мистика? Я такого не видела никогда. Ни в одной заброшке, ни с одной легендой. Дух этого места, прости, что я тебя потревожила. Спасибо, что разрешил. Спасибо, что разрешил посмотреть твои владения. Кстати, есть чердак. Но на чердаке мы были. Она не закрывается, ребят. Она была плотно закрыта. А сейчас она не закрывается. Она реально сейчас не закрывается. Она была плотно закрыта. Все, вроде бы закрылась. Дух этого места, прости, что мы тебя потревожили. Надо какую-то конфетку было положить. Только салфетка есть. На всякий случай, если будет слишком страшно, как говорится. Ну, по сути, да. Все это опять же видели вы ночью в ночном выпуске. Кто не видел, ссылочка сейчас будет сверху. Вот еще тоже заброшки, в которых мы вчера были. Кстати, здесь прям населенный пункт. Поэтому мы вчера были очень тихо. Старались быть тихо. Я думаю, друзья, что мы тут с вами особо смотреть-то ничего не будем. Сказала я и обошла весь этаж. Вот халаты вчерашние. То, что халаты рассказывал Никита, что здесь изобретали определенные лекарства. Что за звук? Здесь прям очень пахнет медикаментами. Прям очень пахнет медикаментами. Тоже какой-то шкаф. А здесь у нас чердак. Вчера его было видно плохо, а сегодня будет тоже видно не вау. Мне что-то очень неприятно стало. Что-то стало не по себе. А там мы в комнатке были. Вот, ребятки, днем вход. То, что я вам показывала на ночном видении. Кстати, я вчера ночью не смотрела. Здесь табличка. Кстати, реально, ребят. Гродненская областная психиатрическая больница. Ой-ой-ой-ой-ой, мы вчера здесь не были. Ну здесь ничего и нет. Вот там мы с вами проснулись в одной из комнат в конце коридора. Здесь вот у нас стеллажик вчера вам показывала. И давайте я вам покажу днем вот эту атмосферу. Смотрите. Днем это тоже пипец, ребят. Это тоже пипец.
Не буду заходить в комнаты. В комнаты мы заходили с вами вчера. Посмотрим, как выглядит подвал в дневное время суток. И будем двигаться дальше. Вот та самая ванна, которую вчера вы видели. И вот вон подвал. В подвал мы не пойдем, у меня большого света нет. Просто посмотрим, как он выглядит. Кстати, слушайте, там свет есть от окошек. Я знаю, что сейчас темно, ребятки. Никого нет, видите, в принципе. От окошек свет есть. Вот та самая комната с ваннами. Видите, по сути, немножко света есть. О, ребят, ну одно, конечно, здесь намного жутче, чем когда все показывал Никита. Проходить опять мы не будем, потому что все это мы видели, не будем, так сказать, тратить эфирное время. Тем более, все-таки днем, ребят, это не ночью. Ночью это все выглядит гораздо страшнее. Но это ванна. Это, конечно, да. Смотрите, какая красота. Просто невероятно. Вот, кстати, сама территория. Друзья, следующая на повестке дня у нас, смотрите, какая красивая природа. И вот эта вот заброшка, это еще один корпус психбольницы, который горел. Поэтому мы пойдем в него сейчас. Вчера ночью мы в него уже не дошли, скажем так. Вот, поэтому пойдем сейчас вперед. Приходится пробираться через такие заросли. И, собственно, через окно. В общем, друзья, мы пробрались. Давай. Power. Ой. Мы пробрались в еще одно здание. Ты говорил, что здесь кто-то сгорел, да? Да, мы сейчас поднимемся на второй этаж. Так. То есть, когда местные психбольные. То есть, сюда будет первый такой корпус, куда привозили сразу всех. Приемный, да? Да, они не знали о том, что здесь происходит. Воу-воу-воу. Да. Оно не открывается, да? Да, придется лезть в эту дырочку. Я поняла. Ну да, статус такого. Вот, ребятушки, смотрите, корпус реально горел. И здесь сгорела какая-то бабуля. Да. То есть здесь разных возрастов содержались больные. Все, вот они подняли бунт, начали. Это жечь. Они подняли бунт и начали все сжигать? Начали жечь стену, стену вот обшивку. А откуда у них были можно спички? От лампочки попробовать зажечь, то есть, какой-то, это что, человек, он может все, в случае какой-то вот такой стрессовой, критической ситуации. То есть они подожгли, и местные жители просто были подняты криками, вот здесь содержавшихся людей. То есть они кричали, они старались как-то себя обозначить местным жителям, чтобы люди обратили внимание, что... То есть, да, действительно, учитывая, что вот есть решетки, есть все. Друзья, прям видите, как горело, да. Что аж плавилось. Да, одна бабушка, к сожалению. А ты не знаешь, где она сгорела? Что? Ты не знаешь, где она сгорела? Ну, возможно, мы где-то видим силуэт ее, оставшийся на стене. То есть вот она прижалась к стене. И серьезно? Где-то будет ее силуэт. Какой кошмар. Какой кошмар. Да. Что-то сохранилось. Здесь вообще как будто бы ничего, кстати, не горело, помещение. Да, не видно. В общем, ребят, этот подвал, господи.
Наша стена треснула. Здесь тоже как будто особо. Ну, видимо, комнаты эти были закрыты, да. Да. Скорее всего, что здесь не взялось. Здесь прям гарью пахнет. Мгм. Просто интересно, где было возгорание. Да, к сожалению, мы это не смогли определить. Точку возгорания. Но, скорее всего, в том крыле это изначально. Здесь были тоже палаты, да? Да. Что мы видели решетку на стене. То есть, ну, здесь, да, так как люди не знали свои участи, здесь мы видим и стекла еще, все стоит, как бы решетка за окном. То есть Как они- будто бы, слушай, Да. как будто бы было возгорание на крыше. Или просто потому, что это бревна, они быстрее Да, сгорели. просто быстрее. Решетка. Здесь открыли. Подлестничное место. Здесь вход. Мы здесь не пройдем. Скорее всего. Раньше была открыта, сейчас тоже. Сестра хозяйка здесь сидела. Опять икона. Здесь только икон. Да, в таких учреждениях всегда. Но Офигеть просто. Какая комнатка интересная. Ага, здесь тоже какие-то складские. да, здесь все закрыто. Тоже складские. Ничего интересного. Процедурный кабинет. Да. Ой, как здесь пахнет. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пахнет прям медициной. Прям впитали эти стены запах медикаментов. Эвакуации. Здесь типа столовки что-то. Диетический стол, да. Да. Столовка. Ого! Разбитая икона. Это прям маленькая столовка. Да. Небольшое отделение просто было. Знаешь, я так часто представляю график просмотра телепередач. Прикольно. Я так всегда вот хожу когда по заброшкам, я сразу начинаю думать, как здесь было, вот когда все работало. Это всегда это. Тоже вон иконки. Потому что многое нам приходится думать, как здесь могло быть. Да, додумываешь и прям представляешь себе этих пациентов, это все. Блин, психиатрическое, это жестко, конечно. Кухня была. Здесь просто привозили сюда чаны с едой. Я так поняла, что здесь не Да, готовили. здесь не готовили. Просто на них здесь... Так, кстати. А, здесь написано ординаторская. Кто-то захабрил, очень интересно было здесь плакатик с двумя санитарами. Висел. День матери, светлый, прекрасный праздник. Остатки роскоши. Здесь не было? Наверное, нашли какую-то комнату, возможно. Ну, видимо, да, галоши стоят. Вот я все время думаю, как можно забыть обувь. Сушилка. Нормальные туалеты, кстати. О, слушай, здесь такой этот джакузи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, это Silent Hill какой-то, друзья. Тоже вот такие вот душевые у них были. А, это туалеты. Туалеты у них такие были. А здесь, видимо, душевая, ванная. Вот, кстати, видно след от руки человека, который пробовал убежать со второго этажа. То есть он просто вот так в последний Пиздец. Мне момент кажется, ты сейчас пробовал. придумываешь. Потому что закрыли весь второй этаж, чтобы они не смогли сбежать. Тоже под этим. Да.
туалет. Такой вот мостик. Антуражный. И вот сразу, собственно, корпус психиатрической больницы заброшенной. Видите, здесь подъезжали машины сверху, да? Здесь была дорога, я так понимаю, потому что вон фонарь. И здесь ворота. Здесь, ну, аллейка была, да. Цветочки. Класс. Вот, друзья. Днем, то, где мы ходили ночью, мы были вчера. Вот в этом мы, кстати, были. Это была кухня. Там, где проход под землей. Помните, ребят, мы ночью проходили через подвал. И оказывались вот в этой кухне, хотя это вообще отдельное здание. Здесь мы вчера были, да? Да, здесь типа морга. Здесь камера. Вот, собственно, сама больница. Вот в этом окне я ночевала. Вот, видишь, коллегиум. Ага, изначально. То есть для основания коллегиума. Изначально, видите, ребят, был коллегиум. В общем, ребятки, бывшая усадьба 17 столетия, правильно? Да. Это же 17? Да. И это, кстати, является исторично-культурной ценностью. В общем, ребятки, мы подходим к самому красивому зданию этого места. Посмотрите, ребят, какое оно вообще вау. Просто вау. Расскажи, ты говорил, у него есть легенда определенная? Да, то есть издревле, насколько мы знаем, существует достаточно много культов, каких-то орденов. Изначально они основывались на каких-то религиозных течениях. И в данном месте, ну, конечно, название мы не можем раскрывать, я думаю, вы сами сможете найти эту информацию. Здесь располагался орден, то есть который изначально проводил различные опыты, искал какие-то, вот, пробовал свои силы в алхимии, пробовали золото добыть, поэтому здесь вот это все происходило. Потом, с течением времени, он ушел с этого места, переселился в Западную Европу, но, то есть они никогда об этом месте не забывали. И после Второй мировой войны, когда часть немецких ученых попала на нашу территорию, то есть они все равно оставались под влиянием западного вот этого ордена, и они их, то есть, ну, как можно сказать, внедрили вот на нашу территорию здесь и для проведения различных опытов. Здесь также есть легенда, что вот здесь есть пианино стоит, и если вы сыграете определенную мелодию, то откроется тайный проход. Это, но, конечно, к сожалению, капец. никто не смог Подобрать найти. мелодию, да? Да, подобрать мелодию, пробовали различные исследователи это сделать, но, к сожалению, ничего не получилось. Друзья, мы все-таки днем решили пробраться в башенку. Кстати, класс, я сейчас покажу вам ее тоже днем, потому что она довольно антуражная. Здесь ходить не будем, а вот второй этаж здесь, конечно, очень выдающийся. Это был герб вот этого ордена. Каждая палочка обозначала один из принципов этого ордена. То есть мы видим 6 принципов. Посмотрите, какие здесь классные везде окошки. Очень круто. Очень необычно. Там типа чердака что-то. Так, а как нам в башенку попасть? Куда? Прямо? В туалет? Через окошко? Серьезно? Там будет проход в башню? Ребятушки, в общем, лезем туда. Мы в башне. Мы в башне на крыше этого здания.
Ну как в башне, просто на крыше. В башню теоретически можно залезть, но там нету лесенки. Там нету вот этой лесенки, потому что дальше, вот видите, еще есть лестница. Это прикольно, конечно. Друзья, мы, судя по всему, сейчас полезем туда. Я не знаю, как это Никита хочет провернуть, но как-то мы сейчас туда полезем. Здесь какое-то гнездо. Ребят, это капец. Как мы это сделали, я черт его знает, но в принципе оно не так-то и высоко вроде бы. Мы полезем туда? Да. Пиздец. Господи. Ребята, почему я не варю борщ и не сижу дома с 5 детьми, я не понимаю. Мне кажется, это было бы резоннее. Здесь столько паутины и пауков. Здесь просто на каждой перемычке паутина и паук. Господи. Боже, дай мне сил. Ребят, я на самом шпиле. Я не знаю, как я сюда залезла, ребят. Это супер страшно. В течение различных средневековых исследований им требовалось опираться на звезды. То есть они считали, что расположение звезд им важно. Поэтому Ребят, он поднимался, это зарисовывал капец. карту. Это капец. О, ребят, это пиздец, какие эмоции. Вам просто не передать. Снизу подо мной просто высота. Будем слезать, у меня сейчас будет паническая атака. Фух. Это, конечно, восхитительно. Эти эмоции, они просто непередаваемые. Друзья, вся грязная. Два страха преодолены. Страх пауков и страх высоты. В том числе, потому что я была вот там вон. Ну что, друзья, я вам скажу, что это было удивительное приключение. Мы посмотрели с вами объект, охренительный объект ночью, посмотрели днем, полазили везде, залезли даже на верхушку вот этого шпиля. Ребят, это было очень страшно, потому что там много пауков. Кто знает, я боюсь пауков. Прям вот я лезла, и я понимала, что я лезу по паукам. И там высоко. Ну, не сильно высоко, но относительно для тех, кто боится высоты, там высоко. Я растрепанная такая вся, потому что это просто, где мы только не лазили за эти полсуток. Да, больше, чем полсуток я здесь провела. Экспириенс очень прикольный, поэтому с вас лайкосик, ребятушки. Кто новенький, подписочка, буду очень рада видеть вас в следующих наших видосах, на премьерах. Я получила неимоверные эмоции, так что ждите следующего выпуска и до скорых встреч. Пока-пока!